Привет, друзья! Это будет не совсем обычный, нестандартный выпуск, который предполагается в совершенно несвойственной для нашего канала подаче. А дело в том, что достаточно востребованные эхолоты от Lowrance, Eagle и Hook по понятным объективным причинам приобретается в основной своей массе людьми пожилого возраста. Я наравне с сотрудниками магазина Александр Ховрина практически ежедневно помогаю по видеосвязи настроить эхолоты и ознакомиться с интерфейсом товарищей старшего поколения. Понятно, что им достаточно трудно воспринимать мою экспрессивную испанскую подачу в обучающих роликах. Поэтому постараюсь показать и рассказать как можно более плавно, доходчиво, не спеша. В общем, этот выпуск посвящается нашим отцам, которых мы, безусловно, любим, уважаем и почитаем. Ну и, конечно же, людям, не имевших ранее никакого опыта с эхолотами. Итак, первое включение. Перед нами появляется меню выбора языка. Выбираем русский. Аппарат перезагружается. Появляется надпись предупреждения, суть которого сводится к тому, что владелец берет на себя всю ответственность за всю фигню. Принимаем. Эхолот предложит отконфигурировать прибор, что нам, собственно, и нужно. Выбираем метрическую систему, и на этом конфигурация, по сути, закончена. Попадаем в меню регистрации. Но ввиду санкций и прочих сложностей нас этот раздел не очень интересует. Так как у этих эхолотов отсутствует мультитач, управление и настройка эхолотом производится клавишами. Давайте изучим их. Итак, верхняя левая клавиша открывает главную страницу. Повторное нажатие на клавишу «Главная страница» выводит нас на карту. Следующая клавиша – установка точки, но к этому мы еще вернемся. Далее идет диск управления. По сути, 4 кнопки курсоров, позволяющие производить перемещение по навигационному меню и непосредственно курсора на карте или в программах сканирования. Возможно также и диагональное перемещение. Клавиша крестик – снятие курсора или отмена выбора в зависимости от ситуации. Клавиша Enter – подтверждение выбора, вывод информации на экран, установка галочки и так далее, в зависимости от ситуации. Клавишами плюс и минус осуществляем увеличение масштаба. Следующая клавиша – вызов меню. Работает непосредственно в окнах программ, вызывая контекстное меню. В данном случае управление отображением карты. И осталась клавиша включения. Короткое нажатие вызывает дополнительное меню. Пассив – аппаратный перевод эхолота в режим энергосбережения. Но эхолот напоминает о себе периодическим морганием экрана. Установки. Переходим в настройки эхолота, сюда мы еще вернемся. Выключение питания, ну тут все понятно. Яркость, регулировка яркости экрана. Ночной режим, включение и отключение. Так, наложение данных на экране, то есть мы можем выключить показания, видите, они отсутствуют. И также можем включить вывод на экран этих всех показаний. Редактирование этих самых показаний мы еще вернемся. Для продвинутых пользователей имеется запись эхограммы, остановка или запуск сонара и регистрация. Но нам это ввиду санкций не интересно, выходим. Теперь важный момент. Неоднократное нажатие клавиши включения будет вызывать регулировку экрана, так сказать, по кругу. Это оперативная регулировка яркости экрана. Пожалуйста, запомните. Итак, по понятным причинам изначально в памяти эхолота
записаны карты Соединенных Штатов Америки. В общем, тех мест, в которых мы с вами редко бываем. Поэтому есть несколько путей решения этого вопроса. Первый и самый правильный, на мой взгляд, это приобрести карты CMAP вашего региона, например, в магазине Александр Ховрина. Они поставляются вот в таких красивых коробочках, записаны на скоростную, надежную флеш-карту SanDisk и отображают общее положение водоемов выбранного вами региона. Указывает основные перепады глубин, фарватер, навигационные объекты, такие как бакины и прочую инфраструктуру. И с такой картой вы никогда не растеряетесь на незнакомом водоеме. И данную карту вы всегда сможете дополнить собственными отрисовками карт глубин, о чем мы поговорим чуть ниже. Также в интернетах имеются различные бесплатные карты, которые можно скачать и установить на собственную флеш-карту. Но за них я поручиться не могу. К тому же они, как правило, не содержат навигационных слоев, которыми необходимы, в общем, для обеспечения безопасного судоходства, ну и какой-то ориентации на воде. Или вы можете использовать только собственные отрисовки карт глубин. Для этого вам понадобится пустая чистая скоростная флешка U3 10 класса емкостью до 32 гигабайт, отформатированную FAT32. Но ни в коем случае, пожалуйста, не покупайте флеш-карты на Валберес, Озон и вот прочих подобных интернет-площадках. Там, к сожалению, одни подделки. Покупайте только в проверенных магазинах. Рекомендуемые производители SanDisk, Samsung, ну и, пожалуй, Kingston. Теперь вставляем флешку с картами CMAP, приобретенными в магазине Александр Ховрина, в слот для microSD карт. Так, видим, что у нас появились навигационные карты рек, в данном случае Волга в районе Калязина. И вот здесь уже можно ориентироваться, видим Калязинский мост и так далее. В меню карты идем в «Больше опций», «Наложение», включаем слой G-Life. И теперь поверх этой карты мы будем отрисовывать собственные карты глубин. Вот видите, у меня появились карты глубин, которые я отрисовывал в этом районе ранее. Только ввиду того, что данные аппараты самые младшие в линейке, проклятый капиталист решил сэкономить и не оплачивать патенты и лицензии. Поэтому в меню эхолота вы не найдете включение цветной палитры глубин и меню самостоятельные раскраски палитры. Однако есть способ обойти ряд этих ограничений. Для этого нам понадобится персональный компьютер. Данный способ я уже описывал в отдельном выпуске. Давайте посмотрим на его фрагмент, как это сделать. Как в прошлой версии, так и в новинке в интерфейсе отсутствует возможность включения затенения глубин. То есть нет возможности самостоятельно раскрашивать диапазоны глубин, что называется на вкус и цвет. То ли Лоуренс зажмотился и не хочет оплачивать лицензии, то ли умышленно задушил данный функционал, типа чтобы жизнь малиной не казалась. Хотите палитру, покупайте аппарат подороже. К счастью, народ научился обходить данное ограничение с помощью конфигурационного файла. Итак, краткий курс. Экспортируем на флешку настройки эхолота. Идем «Хранение», «Установка базы данных», выбираем флешку и назначаем имя файлу настройки. Пусть будет settings 01. Вынимаем флешку. Вот они, боль и страдания. Открываем флешку на персональном компьютере
Видим, что имеется наш файл. Для его редактирования нам понадобится более продвинутый текстовой редактор, чем имеющийся в комплекте Windows. Рекомендую Notepad++. Скачиваем версию, соответствующую вашей системе. В моем случае 64-битная. У меня уже скачано, повторяться не буду. Устанавливаем. Запускаем Notepad++, перетаскиваем конфигурационный файл в окно редактора. Не пугайтесь, увидев такую белиберду. Открываем файл с примерами палитры, выделяем и копируем фрагмент первой строчки до знака равно. В окне редактора нажимаем Ctrl+F, вставляем фрагмент скопированной строки в поисковую и находим нужный нам блок. Копируем строки из файла примера, удаляем аналогичные строки в конфигурационном файле, вставляем наш пример, сохранить как, называем файл settings02. Теперь копируем получившийся файл на флешку. В общем, все готово. Все ссылки, в том числе на Notepad++ и на файл примера палитры, я оставлю для вас в нашей телеграм-группе. Скачивайте, пользуйтесь на здоровье. Теперь вставляем флешку в Echolot. Обратите внимание, что на этой флешке записаны сразу два логических диска с картами SIMAP и картами Navionics 2 в одном. Очень удобно. Такую можно приобрести в магазине Александра Ховрина. Поставляется в очень удобной пластиковой коробочке. Смотрите, какая прелесть. Карты записаны на фирменную, очень надежную и скоростную флешку SanDisk 10 класса U3. А для подписчиков нашего канала в магазине предоставляются скидки. Итак, находим на флешке наш отредактированный файл и импортируем. Аппарат перезагружается. О, смотрите, уже появились цвета. Но собственные отрисовки G-Live и еще одноцветные. Идем в настройки карты, больше опций, опции G-Live, палитра глубины. Устанавливаем синхронизацией карты. И вот у нас появилась красивая палитра глубин. Более подробно о палитрах глубин мы поговорим с вами в отдельном выпуске. Надеюсь, вы с этим всем разберетесь. А для тех, у кого нет такой возможности, я оставлю в нашем телеграм-сообществе ссылку на готовые файлы настроек для Eagle и Hook Reveal. Присоединяйтесь, будем рады. Ссылочку на группу найдете в описании. Далее. В меню имеется ориентации карты. Непосредственно во время ловли на точке рекомендую установить классическое отображение север сверху, и у вас не будет крутить карту. А во время следования по маршруту или во время троллинга рекомендую перейти в режим навигатора. Для этого устанавливаем курс вверх с одновременным включением опции «Смотреть вперед». Отлично, для установки точки необходимо курсорами навести перекрестие на нужное вам место на карте и нажать на кнопку, обозначенную флажком. Назначаем имя точки. Очень рекомендую это делать сразу на месте, так как сотни различных цифр в дальнейшем не дадут вам понимания, где какая точка и о чем. Также сразу вы можете назначить точке специфический знак и цвет. Теперь представим, что вы находитесь дома и хотели бы взглянуть на вашу точку. И тут мы сталкиваемся с еще одним урезанием. Если на более старших моделях мы можем без труда зайти в поиск и в меню сразу выбрать точку, то тут мы сталкиваемся с тем, что ваша точка найдется только при поиске с точным соответствием. В общем, испортили инструмент, но есть альтернатива. Идем на главную страницу, пункты, маршруты, пути. И во вкладке «Пункты» видим свои точки. Выбираем, переносим курсор на экранную кнопку «Показ», и мы уже на месте. Вот мне очень нравится у Lowrance этот простой способ переноса экрана на позицию под точки, и очень не хватает данного функционала в Garmin. Теперь идем в Echolot. Это классический сонар для отображения глубины и пелагических объектов. Короткое нажатие на клавишу включения и запускаем Echolot.
Он включился, но так как мы находимся в домашних условиях, естественно, никаких данных он нам отображать не будет, потому что датчик не погружен в воду. Давайте перейдем в режим имитации для демонстрации его работы. Для этого идем в установки, находим в левом столбце имитацию, курсор вправо и включаем режим демонстрации. Эхолот перезагружается. Внизу мы наблюдаем дно и общее представление его плотности. И в толще воды видим дуги рыб. Не обращайте внимания, в режиме имитации все данные в имперской системе, футы, мили и так далее. По умолчанию включена автонастройка, и в большинстве случаев этого хватает. Если потребуется ручная настройка, то можно выбрать следующие настройки. Диапазон глубины. Редко бывает, что нужно его включать, поэтому рекомендую пользоваться авто. Частота. Здесь определяется диапазон частоты. Нужно учитывать, что чем выше частота, тем уже пространство, обследуемое под лодкой. На нашем канале имеется видеосюжет о работе сонара. Рекомендую ознакомиться. Также имеется настройка чувствительности. Она позволяет отфильтровать дополнительные мелкие объекты и мусор от более крупных объектов. Есть регулировка частоты импульсов, устранение помех, устранение поверхностных помех, цветовая акцентуация для создания цветового акцента плотности наблюдаемых объектов. И также можем поменять палитру. Например, в темное время суток рекомендую более темные цвета, чтобы не слепило. Остальные настройки для более продвинутых пользователей, не рекомендую с ними на данный момент связываться. Итак, переходим в режим нижнего сканирования. Несмотря на то, что этот режим сканирования очень похож на предыдущий, его отличает меньшее усреднение того, что мы видим на экране. Можно сказать, он помогает понять почти с фотографической точностью, что же на самом деле расположено на дне. И также в точности он помогает различить рыбу. Настройки бедные, но также, как и в первом случае, рекомендую автоглубину, регулирование контраста под конкретные условия, также имеется и автоконтраст. С этим, я думаю, вы без труда разберетесь и сами, непосредственно на воде. И, собственно, также фильтр помех, а также выбор палитры. И боковое сканирование. Данный вид сканирования отличается от предыдущих тем, что он показывает не срез воды, а расположение объектов справа и слева от лодки. И, как и в прошлом случае, достаточно мало настроек. Диапазон. Также он регулируется клавишами плюс и минус. В данном случае у нас размер в футах. Выбор частоты 455 или 800, но в режиме имитации частоту не поменять. Настройки бедные. Также регулирование контраста под конкретные условия. Имеется поверхностный фильтр. Можно вывести линия расстояния, но лично я этим не пользуюсь. А также поменять палитру, какая вам больше нравится и подходит под данную частоту на данном участке реки с данным типом дна. Также при выборе палитры следует учитывать время суток. К счастью для пользователей, большинство настроек автоматические.
Но, собственно, настроек не так, чтобы и много. Давайте выйдем из режима имитации. И теперь переходим к установкам. В первую очередь нас интересует единица измерения. Расстояние – километры, малое расстояние – метры. Скорость ставим километры в час, глубина – метры, высота – метры, направление движения – температура в Цельсиях. Вроде бы все понятно. По карте можно включить кольца расстояния. В этом случае вокруг вашей лодки, так, давайте перейдем, будут производиться вот такие кольца расстояния. Масштаб этих колец указан в правом нижнем углу. И они, в общем, очень достаточно динамичны. Честно я вам скажу, мне масштаб колец не так, чтобы и зашел. Не могу сказать, что это вот прям мне как-то помогает. Вот 1 километр, 25 метров, 15 метров между кольцами. Вот 25. То есть, если бы я мог каким-то образом управлять этим масштабом вручную, да, это был бы полезный инструмент. А так, не вижу в нем очень сильной необходимости. Но многим нравится. Переходим в карты. И можно включить координатные линии, пункты, маршруты, пути, чтобы у вас отражалось на карте ваши маршруты, ну и, соответственно, треки. Далее. Эхолот. Можно записывать эхограммы, но не рекомендую этого делать новичкам. Сигналы. Здесь мы можем отключить звуковые сигналы, например, звуковое предупреждение о потере спутников. Единицы и имитацию мы с вами уже разбирали. И посмотрим в системе. Выбор языка, настройка судна. Здесь устанавливаются длины и размеры вашего судна, но сразу предупрежу, перевод не очень верный. Это необходимо, когда вы идете по маршруту. Ну, так как подобные эхолоты устанавливаются в основном на маленьких лодочках, в общем, тут бесполезная для нас настройка. Размер текста. Честно я вам скажу, не знаю, кому там маленький, мне даже в очках нормальный, ну, и так трудно читается. Сигналы клавиатуры. В домашних условиях ставлю тихий, а непосредственно на водоеме громкий. Время. Устанавливаем формат 24 часа, который нам наиболее привычен. И можно установить до первого приема спутников время, которое максимально близко к настоящему. Это сократит первый поиск спутников. И из интересного здесь есть начальные настройки. Если вдруг по каким-то причинам вы запутались в настройках или хотите заресетить эхолот, заходите сюда, отмечаете первые 2 галочки, чтобы не потерять ваши пункты, маршруты и точки. Ну и можно еще поставить на регистрации прибора, поскольку мы его не регистрировали. После чего нажимаете «Да», и у вас произойдет сброс к заводским настройкам. Но нам этого сейчас не нужно. Далее, что там у нас интересного? Расширенные. Если честно, для эхолота начального уровня здесь не особо что-то тут и интересное, что можно было бы поменять. Так, очень сильно урезано, честно вам скажу. Навигация. И здесь тоже ничего интересного. В общем, не бойтесь, эхолот достаточно простой и в действительности очень легок в усвоении. Поэтому для людей, скажем так, преклонного возраста, где каждая настройка вызывает какие-то опасения, нервные переживания, это вот один из самых лучших вариантов, но все-таки не на больших судоходных водоемах. Постарайтесь вот за этим как-то следить, потому что там все же рекомендую аппараты посерьезней.
Ну, в общем, давайте на этом, наверное, пожалуй, закончим. Если у вас будут какие-то вопросы, не стесняйтесь, задавайте их в нашей телеграм-группе сообщества рыболовов и водомоторников. Ссылочку найдете в описании. И хотел бы вам еще раз напомнить, что данный выпуск попросили сделать сотрудники магазина Александр Ховрина, потому что они очень и очень переживают за людей старшего поколения, понимая, как им трудно разбираться в этих интернетах там ваших всяких. Также вы можете посмотреть на тесты этих эхолотов, которые мы проводили непосредственно на воде осенью. Ссылку на ролик оставлю в описании. Не забывайте подписываться, ставить лайк и помните, дядя Вова плохому не научат. Как думаешь, понятно объяснил? Думаю, да. Разберутся? Ой. Но я старался медленно разговаривать. Ты вообще молодец. Хорошо. Ты опять заснул? Ну.